Привіт, шановні вболівальники Баварії, привіт, Єгоре. З вами Радіо Мюллер. І хочемо швиденько пройтись по першому дуже серйозному виклику в цьому сезоні. Ну, але спершу давай обсудимо швиденько останні матчі. Як бачиш, я тут трішки намагався змінити клуб. Да, аутентично очень. Ну, це допомогло, бачиш, команда піднялася з 18-го місця. Окей. Давай швиденько дуже. По Гладбаху є якісь думки по матчу? Э, Знаешь, была полная уверенность, что там никаких проблем он нам матч не составит. И, ну, там, ну, реально, последняя команда чемпионата, мы в максимальном тонусе игровом. И как-то казалось, что, знаешь, это будет вообще максимально легкая прогулка. А по итогу мы первый тайм не могли толком создать моменты, подойти к воротам. И только даже благодаря красной карточке мы там в течение 60 минут не могли никак забить. Странный матч, но потом, ну, я же говорю, во втором тайме Мгм. все проснулись, мы реализовали, все забили, ну, я же говорю, как бы проходной матч максимально, на котором не нужно сильно заострять моменты, в принципе, все окей. Никто не получил травмы, 3 Окей. очка взяли, типа, вот, поэтому, ну, в этом плане все отлично. Я б додав ще таку штуку, що насправді червона картка трішки допомогла саме Гладбаху, а не нам. Чому? Тому що вони закрилися через те, що лишилися в 10. І ми бачили б набагато більш активний футбол, якщо б були рівні склади. Ось. Ну, команда намагається атакувати, йти вперед, хоч і не дуже вдало це в них виходить, але то таке. А, вибачаюсь, вчорашній матч з Байером. І, ну, по-перше, ротація, да, відмітимо ротацію. Те, що И наскільки такую це ротацию вообще можливо. не помню. Була минулого сезону, коли ми 3-2 комусь програли. Причому комусь лівому взагалі, перед Лігою Чемпіонів навесні. М. Здається, перед інтером, вже не пам'ятаю точно. Коли там взагалі просто компанії просто 11 гравців замінив. Ну, может быть, да, да. Ну, честно, тоже не вспомню, какой-то, ну, прям, знаешь, мимо, наверное, вроде как прошло, ну ладно, неважно. Ну просто сам факт, что да, ротация была просто колоссальная. Я не ожидал в старте увидеть прям столько, знаешь, типа не основных игроков. И Геррейра вышел, и Джексон вышел. Он Джексон, в принципе, ожидаемо. И вышел Бишов, моя любовь, и вышел Ким Мин Дже. И кто там у нас еще был? А Павла еще уже потом на второй этот вышел. Угу. Гнабри сразу со старта и все. Ну, короче, ты такой выходишь, Ну, понимаешь, Гнабрі топчик взагалі і в цьому да, сезоні. да, нет, к нему никаких вопросов, просто он же как бы и после травмы легкой небольшой был, типа, и тот сам факт, то, что, знаешь, бросалось в глаза то, что максимально не стартовый состав, и ты такой думаешь, блин, вроде Байер, он ужасен и дырявый, но при этом, блин, настолько сильная ротация, знаешь, были такие маленькие сомнения, что, типа, ну, должны хотя бы как минимум пропустить точно, Угу. а тут, блин, забавный матч на самом деле. Да, я тут насправді зараз відкрив вкладочку. Це була гра з Бохумом, який тоді був на 16-му місці. Ну, 2-3, Бохум, да, і там взагалі там у нас склад був, будь ласка, там Урбік, Буе, Станішич, Дайер, Іто, Паліня, Герецька, Сане, Герейро, Гнабрі, Мюллер. Ось такий склад тоді вийшов і 2-3 програв Бохуму. Ну, Ну, Бохум у нас с ним как бы там 50 лет дружбы, наш братский клуб, я, в принципе, там никаких к ним обид. Мы пытались им помочь остаться в Бундеслиге, но не помогло, поэтому хрен с ним, с тем матчем на самом деле, вот. угу. Ну да, то таке, але про те, що буває. Ну да, ротація дуже важлива. Бачимо дійсно відповідальність перед грою з ПСЖ. Мені дуже сподобався Бішов вчора. Лучший игрок матча? І да, ми там не всі у нас в фан-клубі погодились після гри. Там Макс не дуже вподобав, але ну, як на мене, Бішов показав дуже гарний технічний рівень. Дуже вчасно, дуже вдалі передачі, велика кількість передач, він був помітним. Ось. Так даже дело не то, что он скрытый герой матча, да, там, и вот он отрабатывал классно сзади, и по факту он был, знаешь, Кимиха заменяющим игроком,
при этом Кимих тоже на поле. Угу. И какая голевая передача на Гнабри, боже мой, с этой левой ногой, это такая обводящая диагональка, знаешь, Угу. по ауту, типа, и вот как Гнабри ее сразу подхватил, ну, блин, это было очень красиво. Я как это увидел, у меня аж, уф, это, знаешь, такой, типа, как вот кросс, только левая нога рабочая, ну, шикарно просто. Малой прям оправдывает мои ожидания, мои симпатии к нему, и я же говорю, слава богу, это не какой-то середняк, который, знаешь, там перешел и, типа, ну, там получает какие-то определенные минуты на поле, выходит, при этом ничего не показывает. Нет, он реально выходит и делает разницу. Я же говорю, тут по нарастанию, если Грецкий уйдет, на что я очень надеюсь, надо ему давать 8 номер и в старте наигрывать постоянно с Кимихом, с Павловичем. Это будет, ну, просто шикарное наше дарование. Поэтому, блин, еще и за Баварию с детства болеет. Идеально. Ну і головне хочу підкреслити те, що 15-та перемога поспіль на старті сезону. Ох. Просто вау. Звичайно, в нас ще не було ПСЖ, там Арсеналу, але в нас був Дортмунд, в нас було 6 минут над Лейпцигом, який йде другим в чемпіонаті. І не можу сказати, що команда слабка, а ось. І в будь-якому випадку так. Більшість суперників були прості, але знецінювати такий старт не можна. Це історична мить. Да, так тут, понимаешь, сразу, вот мне так нравятся вот эти люди, которые говорят, да боже, вот Бавария в своей лиге, никакой конкуренции. Так, стоп. Почему 33 года до этого, как вот Милан бил рекорд старта сезона с 13 матчами, почему за 33 года это никто не повторил? Ни Барселона с праймовыми Месси, Иньестой, Хави, Бускетсом и всеми остальными, ни Реал со своими, сколько у них там было этих галактика собранных за все это время, штуки 3, ну точно. Ни ПСЖ в своей фарм-лиге, там, где вообще конкуренции нету, и одни бомжи играют, Лига Макдональдса и все остальные. Где? Вот почему? Если это так просто, почему это никто не делал? Просто надо просто отдавать должное действительно команде, стараниям, тренеру, атмосфере в команде, как они бегут, играют. Поэтому, ну, блин, очень много классных команд в Бундеслиге даже сейчас. Да, видно какой-то определенный спад, но, я не знаю, браво компании, команде, это круто. Но мы сейчас поговорим еще по поводу этих 15 побед, но на самом деле это же не самая длинная победная серия у нас вообще в Баварии. Это ж тут Саме рекорд, по старт сезону, кажемо так. да, это именно чисто старт сезона. Это вот начинается сезон, первые матчи, вот у нас победная серия. Но победная серия у нас была намного круче. И это было 23 матча, и это был 20-й год с Фликом. Я охренел, когда это узнал вчера. Поэтому у нас есть к чему еще стремиться, поэтому... Да, там є ще одна команда, яка кому цікаво. В цьому сезоні в Україні є також одна команда, яка просто демонструє якусь ненормальну серію. Я зараз спробую порахувати. Коротше, у нас є такий клуб, як Буковина. Да, легенда. Да, і вони, ну, фактично в них остання поразка була в матчі з Динамо в квітні, наскільки я бачу. І з того часу вони перемагають в кожній грі. От ні, от з Інгульцем в серпні ще було оступилися як Гребінс. Але з тих пір команда просто виграє кожен матч. Але це перша ліга, це начебто перша ліга, да. Це трішки інший рівень, але все рівно. Цікаво. Окей, добре. 15 перемог дуже круто, дуже потужний старт. Попереду дуже важливий іспит – це ПСЖ. Без Забарного. Я його чекав, хайпив, і тепер. Але Ілля вирішив не грати проти Баварії, не ризикувати. Твої думки по ПСЖ? Ох, ну, во-первых, ну, по факту, если так вот прям смотреть, у Луиса Энрике ПСЖ сейчас тоже лучший старт сезона за 3 года, получается, последних. Ну, вот как Энрике в ПСЖ. Там у них, получается, было на этот момент в прошлом сезоне 2 поражения, сейчас у них 1. Позапрошлый сезон было 3 поражения на этот момент. Ну и сейчас, собственно, тоже 1. Поэтому у них, можно так сказать, что очень довольно-таки неплохой старт. Очень монолитная команда на самом деле. Не обманывайтесь, смотря как они играют в Лиге 1. И позапрошлом матче, как они сыграли 1-1 с Монпелье, вроде бы, последней командой Лиги 1, тоже вы не берите это в расчет. И они вот вчера с Ниццей выиграли 1-0. Я же говорю, Энрике это такой хитрый жук, что, блин, они сейчас очень играют, знаешь,
в таком эконом-режиме, максимально расхлябаны, они импровизируют, они пробуют разные наигровки, знаешь, там составы и все остальное. Поэтому очень, знаешь, по факту это скрытый финал Лиги Чемпионов, но две, наверное, лучшие команды сейчас, помимо Арсенала и Реала, я бы так сказал. Поэтому ожидание очень интересное, безумно просто жду этот матч. Вот знаешь, это из тех моментов, когда хочется его прям смотреть, не отлипая от экрана. Поэтому очень интригует, я даже не знаю, честно. С одной стороны, очень хочется продлить наш рекорд, да, вот чтобы Мгм. там 16 побед на старте, но с другой стороны, настолько достойный и сильный соперник, что, в принципе, если будет какая-то там ничья или даже какое-то минимальное поражение, это будет не постыдно, тем более, блин, это групповой этап, очень будет классный эксперимент, посмотреть, как сейчас команда будет с таким сильным соперником себя показывать. Ну Так да. что Причому суперник дійсно сильний, тому що в Лізі Чемпіонів вони перемагали Барселону 2-1. Нехай трішки проблемно, але все ж вони накидали 7 м'ячів Байеру. І тест на те, наскільки компанія зможе адаптуватись цього разу, буде дуже потужний тест. да, тут, понимаешь, во-первых, мы с ними же делим первое и второе место. По факту мы вторые, но у нас там одинаково и по очкам, по всему. Просто они за счет Байера наколотили больше голов. Но тут еще, знаешь, в чем маленькая дилемма у меня? Э, С одной стороны, мы сейчас на диком кураже, на подъеме, и я безумно счастлив видеть такую команду, но в то же время мне очень внутри, знаешь, такой дискомфорт немножко вызывает то, что не рановато ли мы так хорошо играем. А второе, то, что ПСЖ, он всегда, ну, на пик выходит при Энрике, это вот февраль-март, и команда начинает прям вообще, ну, показывать какой-то ультра-супер шикарный футбол, поэтому я же говорю, тут даже не стоит слишком многого ждать от матча, в том плане, что, типа, ну, какой бы результат ни был, он по факту ничего не влияет. Там, ну, это групповой этап, только третий тур, и, ну, каких-то там, знаешь, прям сильных регалий исполнять команде, если мы выиграем или там проиграем, в принципе, ничего такого. Это просто классный такой тест для нас, посмотреть, как мы будем смотреться на фоне такого же монолита, как мы сейчас. Поэтому, ну, просто надо смотреть матч, кайфовать и смотреть, что придумают тренеры. Поэтому... Как-то так, я же говорю, я не сильно прям расстроюсь, если проиграем, но если выиграем, это будет прям ачивочка, ну, шикарная. Таке питання, от щодо поточного складу, щодо поточних ситуацій, що ми можемо очікувати від ПСЖ? Наскільки ти зараз слідкуєш за ними? Да, в принципе, это каждый матч смотрю. Я же говорю, я не могу прям, знаешь, так типа дать глубокий анализ команде. Оно, я говорю, очень поверхностное впечатление, потому что есть разница между обычным ну, вот, зрителем, каким я, в принципе, и Мгм. являюсь. При этом, если мы там смотрим Баварию, да, то это идет эмоциональная подвязка к команде, потому что мы за нее болеем, любим. И, соответственно, ты, когда ее смотришь, анализ идет максимальный. Ты знаешь, ты максимально вникаешь в процесс, ты погружен. В ПСЖ оно такое, знаешь, как просто любопытное Мгм. наблюдение. Ты смотришь и, ну, просто так, знаешь, поверхностно следишь за игрой. Наверное, самое главное, чтобы я выделил, это, во-первых, травма Дуэ. Как по мне, это равноценная потеря, как у нас Мусиалы. И у них же сама игра строилась при 4 вингерах одновременно на поле, при том, что все с 2 рабочими ногами, это какой-то вообще прикол, я такого никогда не видел. И там же 4 вингера и нападающий, это, ну, это ужас. И, ну, в хорошем смысле, я имею в виду. Мгм. Поэтому вылетел Дуэ, и оно как-то немножко даже приравнивает шансы, и будет более прямо линейная игра у ПСЖ, но более предсказуемая. Поэтому это даже немножко нам улучшит позиции перед игрой. Ну, а второе, это, я не знаю, наверное, тройку бы я выделил у них, в принципе, как и все их выделяют на протяжении последних 2 лет. Это Руис, это, ну, без вариантов. Витинья и Невеш, это какой-то космос. По мне, это лучший центр, наверное, за последние 2 сезона. Ну, это мое такое маленькое имхо. И ихние фланги, это какое-то вообще для меня откровение в лице Нуно Мендеша и, боже мой, Ашрафа Хакими. Ашраф Хакими это по факту наш лаймер, только он умножаешь все на 2. При том, Ну, что бо лаймер у він нас... більш технічний, да? Тобто те, Да, що. он и техничный, он более тонкий, при этом у него физуха какая-то нереально дикая, при том, что у Ламера все то же самое. Но у Хакими
нереально тонкая игра. Вот да, вот подмечено верно, у него шикарный пас и при этом удар. И если он подключается к воротам, то там ты понимаешь, что ну, практически 100% это будет гол. Когда подключается Лаймер, то тут немножко возникают вопросы, потому что он немножко корявенький в плане ударов и пасов, но я же говорю, Хакими это какой-то ну, кладезь, я не знаю, это, ну, бриллиант. Поэтому очень будет, кстати, интересно будет посмотреть на их противостояние. Это, получается, он правый, хотя он и слева тоже у них играет, но это он по факту Ну, будет выходить под Алиса. Ох, вот это будет вкусно, конечно. Да и Мендеша с Диасом, слушай, такие дуэли будут на флангах, я в шоке. Вот я прямо сейчас об этом как-то задумался более конкретно. Это будет реально, знаешь, как говорится, дайте хлеба и зрелищ. Вот это мы будем наблюдать во вторник. Ну, е, вот такие у меня впечатления. Я можу ще закинути таку думку, що в Лізі Чемпіонів нерідко Лаймер виходив і під Діаса на лівий фланг, тому ми можемо побачити, мабуть, протистояння саме Хакімі і Лаймера в якийсь момент. Тобто, хто, як не Лаймер, може спробувати нейтралізувати і зв'язати Хакімі саме біговою роботою. Да, в принципе, да, но я думаю, что, скорее всего, там может быть у него персональная опека на Кварцхелию, потому что Кварцхелия, как по мне, очень классно подметили в группе ПСЖ, я читал, что Кварцхелия — это реинкарнация Ди Марии, а Ди Мария это был реально космос, как по мне, один из моих любимых Угу. игроков, и Кварцхелия сейчас это ну, для меня тоже просто. Насколько я помню, ходили слухи, когда мы его хотели купить, и все так предвзято к этому относились, ну, я прям топил за этот трансфер, и вот он в ПСЖ, и видно, насколько чувак просто разрывает, при этом он же шел туда не только в плане игровых качеств, ну, и команды, там, тренер, он же шел уже еще за большими деньгами, и ты такой думаешь, ага, понятно все, на что игрок реагирует. Но нет, там настолько в итоге получился баланс у них. У них Поэтому, зараз ну, Ламер... конкуренція на флангах, якщо подивитись, у них Кварцхелія, Баркаля, Дуе, Мбає, Да, ну Дуэ сломался, Дуэ Дембеле. сломался. Держи это в голове, да, там он на 4 месяца выбыл, поэтому Угу. там, в принципе, сейчас как таковой конкуренции, все просто сразу стартовые. Поэтому, ну вот. Ну, не знаю, я же говорю, я очень в предвкушении, это будет очень интересно, прям вообще ух, поэтому ждем. Это один из самых таких сочных, зрелищных, насыщенных игр будет. Я же говорю, главное, чтобы не было такого, знаешь, там 1-1 какого-то, чтобы и команды аккуратничали. Хотя я думаю, в принципе, какой-то прям закрытой, ультраконтролируемой игры не будет, потому что это третий тур группового этапа. Ну, в принципе, Ну, я командам думаю, нет команди смысла. дуже обережні, бо не знаю, я не погоджусь. Я думаю, що все рівно команди будуть дуже обережно грати і ну, не давати зайвих, ну. В першу чергу, Не, конечно. Понятно, ну просто в любом случае была бы разница колоссальная, если бы сейчас команды встречались бы там, к примеру, в полуфинале Лиги Чемпионов, но там же был бы вообще Мгм. максимальная концентрация. Тут будет плюс-минус, знаешь, разное допущение, поэтому вот, думаю, будет немножко попроще. Ось. Ну, з чим може не всі погодяться з нашою думкою, але знову таки, я вважаю, що цей матч не треба прям, якщо, не дай Боже, навіть програємо чи дуже сильно виграємо, не треба дуже сильно сприймати цей результат, тому що команди, особливо ПСЖ, тільки набирає. Фактично, цей матч буде для обох команд підготовкою до того, що може бути потім. Якісь експерименти спробувати. Ну, не часто ти можеш потестити щось в грі проти такого сильного суперника, і якщо відверто казати, в команд шанси на топ-8 ну, дуже великі. Конечно. І коли ще експериментувати, якщо не зараз. Тому я насправді з тобою дійсно погоджуюсь, в мене схожі думки були. Ну, не просто так вчора разом сиділи в пабчику. Мабуть, щось однакове було. Да, поэтому я же говорю, тут надо воспринимать, что ну, будет максимально просто интересный футбол, и посмотрите, да, что команды придут. Как просто один классный тренер, у который максимально подошел к команде и интегрировался к ней во всех смыслах, столкнется с таким же тренером, который интегрировался у себя. Я же говорю, какие у меня были тогда опасения в свое время, когда назначали компании. Для меня это просто такой был шок, потому что я АПЛ очень часто смотрю, я Угу. помню, как он Бернли тренировал. И когда он реально пошли уже слухи от всех, что он будет тренером, это был для меня реально шок. Я был просто настолько шокирован. Я был согласен на Тухеля оставить. Какой он был ужасен. Но я был согласен на ужасного Тухеля, но чтоб не приходил к компании. Но наш вот этот мужик,
очень хорошо общается с Гвардиолой до сих пор, вот, наш дедушка Ули Хёнес, и, в принципе, сколько критики было у него за трансферное летнее окно сейчас, сколько было критики по поводу и взглядов на футбол, на трансферной стоимости игроков, ну, вот вообще глобально все. Но, блин, он поговорил с Гвардиолой, Гвардиола ему сказал, компания это хорошо, супер, дедушка прислушался, поэтому мои извинения Хёнусу, что я его хейтил, потому что я такой был в последнее время более прагматично ставился. Для меня, как бы, знаешь, интересы клуба все-таки перевешивают личность человека, несмотря на то, что он сделал для Угу. нашей Баварии, это святое, я понимаю, просто надо идти в ногу со временем. Но есть моменты, которые, вот знаешь, типа дед не портит. И вот за компании просто спасибо ему большое, он, блин, не подвел. Вот его чуйка профессиональная, так что за компании это прям, блин, класс. Я не верю, что он настолько хорошо сейчас идет. Я надеюсь, это продолжится. И, ох, Я боже мой, насправді бывает. читав ще трішки інформації про трансфер наступного сезону. Я, на жаль, не запам'ятав зараз прізвище. Не думаю, що ми про це будемо сьогодні розмовляти. Компаній починає вибудовувати вже команду на наступну. Ну, вже всі зрозуміли, продовжили контракт, зрозуміли, що це тепер цей проект надовго. І саме під компанії нарешті починаються трансфери. Ну, по-перше, да, це ж компаній хотів бачити. І, звичайно, фан-клуб не дуже розділяв це, але давайте так. От в чому парадокс? Та не виглядає дуже надійним, але при цьому ну, він відверто і не перевозить насправді, і захист виглядає більш-менш спокійно в цьому сезоні. І ось на наступний сезон я вже бачив, є. Шкода, от я забув, я не можу навіть згадати. Молодий правий захисник, якраз от на цю нашу дуже проблемну позицію. Якийсь. І відповідно, що може бути перебудова. Я би, якщо чесно, дуже хотів би побачити Лаймера на його позиції в центрі поля, якщо це О, таки станеться. я думаю, вряд ли. І уяви собі, от мати, умовно кажучи, основна пара, умовно, там Кіміх Павлович і заміна Бішов Лаймер. Це просто це буде півзахист, в якому ми можемо настільки бути впевнені, ну, що це буде лютейша конкуренція того, чого не вистачало багато сезонів нам. Ну, по факту, да, но там, я не помню, честно, по поводу правозащитников, кого они там ведут, меня что-то вообще отшибло. Я просто помню, что три основных кандидата новых, которые сейчас прям, ну, у нас на флажке, это Марк Гехи или Гии, называйте как хотите, как вам нравится, из Кристал Пэлас, но там непонятно, он все-таки, наверное, зимой уйдет в Ливерпуль, у них же там договоренность была, при этом вроде как Бавария прям вообще нацелилась, и Реал, и если мы его возьмем, это космос, это реально ставишь его в пару с Упамекана, все. При том, что тоже, я извиняюсь перед это реально человек-мем для меня был и в сборной Германии, и в Байере, но при этом, я не знаю, его скорость, пасы, подключение, подстраховка, все идеально. Это вот Марк Гихи. Потом второй у нас, если Гихи мы не берем, то у нас на флажке Шлоттербек из Боруссии. Тут уже сложнее. Во-первых, чувак после травмы серьезный. Во-вторых, но я бы не сказал, что это столб такой, знаешь, надежности. И я бы, не знаю, менять его на та, не менять, брать его грузом еще к нашему центру, при том, что Хирокиита возвращается, я тоже не вижу смысла. А два остальных еще чувачка, которых мы ведем, это, о боже мой, как его зовут? Аслани из Хофенхайма, нападающий, Косовар какой-то. При этом он нормальный, классный. Если брать его, в принципе, дублером Кейна, супер. Плюс он адаптирован к Бундеслиге, плюс он реально и результативен, и в Хофенхайме, который не блещет, он себя классно показывает, как и Бишов до этого. И третий еще чувак... Саид Аль-Мала из Хофенхайма. Аль-Мала, да, из Кёльна. Ну, это, блин, это чистая десятка. Это по факту, ну, скажем так, дублер Мусіали. Ну, якщо буде здоровий Знаєш, що Мусіала... цікаво? Я вибачаю, що трішки вирвусь. Його позиціонують не тільки як десятку, а Трансфермаркт вважає його основною позицією лівий вінгер. Да. Он там типа как левый нападающий, ложная девятка, десятка, может и там, ну, и форварда сыграть, ну, там при желании в оттяжке. Ну, не знаю, блин, у нас, учитывая, ну, там же просто потенциал у игрока, он же по факту, грубо говоря, аналог Йылдыза из Ювентуса.
И просто брать такого, скажем так, неограненного бриллианта в команду, где есть Диас, стабильно слева играет, Мусяла, который, ну, здоровый Мусяла, я не знаю, ну, кто будет под ним сидеть, но это бессмысленно. Ну и при этом Кейн, и если мы возьмем этого Аслани, ну, не знаю, странно. При том, что Бишов у нас же тоже универсал. Это же Бишов не чистая восьмерка. Он и Угу. шестерку играет отлично, и восьмерку играет отлично, и десятку. И его родная позиция, вообще он слева очень, почти все матчи провел левым вингером и левым полузащитником в Хофенхайме. Но не знаю, смысл забирать этого турка, или он не турок, кто он там, не знаю, целесообразно. Тем более, блин, Кёльн же не будет его отдавать там за 5 копеек. Він Они німець. будут... А, он немец? Ну да, немецкий турок, да, Ну классика. да, Я уже да. просто, я забыл, у меня, знаешь, ассоциация немца, это вот Пруссия старая, Ну 19 да, век. да, да, да. Вот, поэтому, ну, короче, я, в принципе, думаю, что про трансферы мы поговорим позже, об этом, ну, рано. Тут сам основной аспект у нас был ПСЖ, поэтому, в Ну, принципе, мы якось это... бесіда так склалась, да, цікаво. Вот, да, про трансферы мы уже поговорим ближе к зиме, когда там будет прям самый такой уже переполох, и по-любому зимой будут команды тоже усиливаться, я думаю. Вот. Тем более, если будет прям ярко выраженная у нас надежда на требл, и будет видно, что типа есть возможность укрепить как-то линии какие-то там одним-двум игроком, то, блин, будет очень любопытно посмотреть. Но это уже будет позже. Ну, я б насправді хотів. Да, останнє, що хочу додати. Я б насправді дуже хотів. Ну, Майк Віздом, він дуже крутий, перспективний, але Вот, от вот, якщо в вот, нас вот. справа конкуренція зараз є, да, то, ну, типу, то Діаса підмінити рівноцінно немає. Тобто, мовно кажучи, щоб дати відпочити Алісі, ми можемо випустити Гнабрі, і И погано точно Карл. від цього не буде, і Карл прогресує. І ну, в нас ну, є багато варіантів, да? Тобто я Карла більше як заміну Мусялі чомусь розглядаю досі, не знаю, якось так в мене склалось. Але так, є Карл, є Гнабрі, то зліва, ну, рівноцінної заміни Діасу поки немає. Ну, І по факту, да, но все равно Виздом, я хочу тебе сказать, ну, то, что я видел, вот насколько он там этих крошечных минут выходил, в плане обработки мяча, паса и скорости, ну, там прям хорошо. Это не те чувачки, которые у нас выходили, вот этот Видович, Угу. потом тот же Ваннер, они выходили, они прям терялись моментально. Виздом выходил, ну, прям, ну, видно, что там есть задатки, есть. Просто, я же говорю, тут как бы так подобрать интересные игры, чтобы, знаешь, его выпускать на более там 30-40 минут хотя бы. Я же говорю, я думаю, в принципе, учитывая, что ему там 17 лет, ну, время еще есть, ну, просто, я же говорю, бросается в глаза, что потенциал есть у чувака. Угу. Так, Поэтому, блин, однозначно. посмотрим, я же говорю, всему свое время. Пока все идет замечательно. Окей. Які ще може цікаві питання підняти перед ПСЖ? Не знаю. Ну, звичайно, може там трішки по складу пройтися, але я думаю, ми більш-менш склад знаємо. Ну, я не вірю, що буде дуже багато якихось варіантів. Єдине, що мені не дуже подобається Герейро в останніх матчах. Він, ну. Это просто середняк, ну, человек сейчас на спаде, при том, что он сейчас плюс-минус набрал форму, и там даже пошли слухи, что они его хотят продлить еще на год, потому что, ну, он согласен на дублера чистого, он сидит на скамейке, он не токсит, он не выражает какой-то негатив, он ведет себя достойно на скамейке запасных, это ж вот как, я честно не помню, кто это говорил, честно, вот отшибло. Вроде кто-то из тренеров, тот же Гвардиола или, ну, не помню. В общем, суть такова, что как понятие максимально, что команда в здоровом состоянии, это когда забивает команда гол, показывают скамейку запасных и их реакция. Если Угу. люди прям искренне радуются, они живые, они такие, знаешь, вот прям видно, что эмоции не притянуты за уши, они вот максимально такие, знаешь, вот, ну, искренние, да, вот, Угу. то с командой все шикарно. Ну, вот я сколько не наблюдал за Геррера, он постоянно сидит, смеется, там с кем-то разговаривает, Угу. обсуждает матч. Ну, поэтому, ну, я же говорю, он на спаде сейчас. Он просто, и он полезен тем, то, что он универсал, это и левый защитник, и опорник, и десятка. В принципе, он куда выходит, супер картину он не портит, главное его не пускать на левым защитником. Все, скорости уже не те, отбор уже не тот. На десятке он себя классно может подключать, сколько он уже голов забил, подключаясь из глубины, ну, на 10-й номер и забивал голы. Ну, там уже у него вроде даже штук 5 голов в этом сезоне есть, Але мені 4. здається, він забивав вже виходячи захисником, ні?
Не, я помню, что он чисто вот по позиции был десяткой, когда не играл Мусяла, когда не играл Угу. Гнабри, и все. Вот он, поэтому, ну, просто середняк, я же говорю, ну, он нету такого, чтобы он прям капец портил картину. Вот, все отлично, поэтому, я же говорю, никаких с этим проблем я не вижу. Геррера, типа, просто хороший такой португальский дядька. Ну, я також погоджуюсь насправді тим, що я би також продляв Геррера, тому що це глибина складу, це якісна глибина, коли ти не маєш обирати без вибору, як минулого сезону. І краще мати такого гравця, який універсальний, який, наскільки розумію, буде не дуже дорогий по контракту, який може вийти допомогти. Ти сказав, що не дуже хочеш бачити Герейро на фланзі захисту, тобто ти проти ПСЖ хотів би бачити Станішича на фланзі. Да, так он сейчас же вернулся уже нормально после травмы и, в принципе, нормально. Так я даже, нет, так подожди, я бы даже его не слева хотел бы видеть, я бы его хотел бы видеть справа, он же ж правый защитник вообще-то номинально, а слева ставить Лаймера. Угу. Тем более, в чем же ж прикол еще, вот отмечали очень многие каналы и ну, блогеры просто классную фишку, то, что Компани первый раз протестировал то, что, о чем говорили еще 2 года назад, я не помню, кто, вот честно, какой-то тоже тренер, тоже Энрике или кто, что будущее футбола, это вот когда там, да, вот эра там инвертированных вингеров при Угу. Гвардиоле, потом вот как Инзаги придумал в Интере, когда центральные защитники подключаются в атаку и забивают друг Угу. другу по сути или замыкают там со стандартов, то Компани сейчас внедрила новый тренд, хотя он был буквально в 2 или 3 матчах, когда выходят Інвертовані крайние захисники, защитники. так? Угу. Да, когда выходят защитники, при том, что если правый защитник должен быть с правой рабочей ногой, левый с левой, то он их просто меняет местами, и поэтому это типа вот, грубо говоря, как Робин с правой играл, с левой рабочей. Вот он то же самое сделал с защитником, поменял местами. Поэтому я же говорю, тут по факту беспроигрышная у нас возможность, что этот Станишич слева, Ламер справа, что наоборот. Поэтому тут уже просто насколько будет успевать один за другим в плане персональных опек этого Мендеша, Баркаля, и Кварцхели, и Хакими. Поэтому, ну, тут уже от компании зависит, я не знаю, он там мозг операции, поэтому посмотрим. Да, от якраз цікаво буде, мабуть, дійсно найбільше зацікавлення саме до позиції флангових захисників, в яку роль буде компанія для них обирати. Да, поэтому я же говорю, тут все, мы ждем матч в предвкушении, очень интересно будет его обсудить уже по факту, когда он пройдет, вот это прям будет, ну, очень любопытно, мне интригующе, поэтому я же говорю, все, настраиваемся на игру, ждем и кайфуем. Сподіваюсь, ми покайфуємо і від гри, і головне від результату, бо дуже хочеться одноосібно очолити таблицю. Я думаю, у випадку перемоги це майже 100% ми будемо перші, тому що там по різниці дуже багато іншим добивати треба. Ось. Да, по голам там очень много. Да я же говорю, тут даже дело не первое место в таблице, что все равно важно. Для меня просто кайф продлить эту победную серию. Мне хочется, знаешь, чтобы она максимально долгая была. И может даже как-то побить вот эти 23 матча Флика в свое время. Ну, короче, слишком много. Там Арсенал просто еще спереди нас ждет, ожидает. Вот поэтому, Насправді блин, ну, з Арсеналом дуже боюсь, тому що якщо Артета підлаштується, проблема в тому, що це та гра, де ти не можеш підготуватись, тому що Баварії дуже важко знайти зараз в календарі суперників рівня Арсеналу і підготуватись, зрозуміти, що там Артета може робити, дуже важко. Да, там очень много факторов. Я же говорю, это отдельный ролик мы запишем по Арсеналу Мгм. по-любому. Там прям очень много чего есть сказать по Арсеналу. Поэтому я же говорю, думаю, в принципе, мы это обсудим уже потом. Не будем забегать наперед прям. Ну вот, поэтому пока сейчас весь акцент на ПСЖ. Угу. Тоді будемо чекати матч. Дякую тобі за час. Да, Зберемось знову дуже скоро, думаю, буде що оглянути. да, 100%. Е, Глядачі, лишайте свої думки щодо поєдинку. Чи погоджуєтесь ви з тим, наскільки важливий є результат саме цього матчу, чи ні? Підписуйтесь, тому що в новому форматі ми будемо виходити в ефір частіше і можна буде подискутувати по поточних результатах команди.
Да, и самое главное, пожалуйста, ставьте лайки. Даже если вы там, например, полностью смотреть не будете, просто тыкните этот палец вверх, злощавый такой, вот, что просто мы видели какую-то минимальную отдачу и понимали, что вот, ну, люди, ну, минимально заинтересованы вот в футболе, в Баварии и вообще. Ну, просто хочется видеть плюс-минус какую-то такую отдачу от зрителей, вот. Ну, это по желанию, мы не Да. заставляем, вот просто хочется такого приятного какого-то бонуса Да, малейшего. нам буде приємно. Тож, вболівайте за Баварію. Єгор, гарного тобі дня. Да, тебе тоже. До встречи.